Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Живите с этой информацией, у Чангука есть привилегии потрогать, ущипнуть и шлепнуть Тэхёна. 식권증? 가음자에 사실 식권증 있어가지고. Девятое место. Каждое движение Чангука так и транслирует нежность. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Размышления о неловком поведении Чимина в интервью с Чангуком». Отчаявшийся Чимин. Мне жаль Чангука. Тэхён бы так не поступил. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? На одном из фансайнов Тэхёна спросили: клубника или Чангук? Бургер Кинг или Чангук? Гуччи или Чангук? Ответ Тэхёна был: я выберу Чангука, мужчину с кучей денег. Седьмое место. Мне плохо, Чангук так надулся, когда Тэхён дал ему немножко солнцезащитного крема. Шестое место. Поведение пары. У Чангука очень сбалансированное меню. Так выглядит Тэхён, когда он смотрит на Чангука. Пятое место. Ты всегда будешь счастлив, наблюдая за тем, как улыбается твой человек. Четвертое место. Забота. Когда твоему человеку плохо, хочется отдать ради него всего себя, только бы стало легче. Чангук отдает. Живем, заботись. Третье место. Новости. Каилоа Бич-парк – одно из тех мест на Оаху, куда приезжаешь за настоящим гавайским спокойствием.
Пляж растянулся почти на 4 километра. Мягкий белый песок, бирюзовая вода и вид на маленькие острова Макала, к которым так и тянет доплыть на каяке. Вода здесь спокойнее, чем в открытом океане. Риф делает свое дело. Поэтому плавание, сап и легкие водные прогулки – идеальный вариант. А если хочется драйва, то ветер на этой стороне острова часто радует любителей винд и кайтсерфинга. Инфраструктура тоже на уровне. Душевые, туалеты, зоны для пикника, прокат досок и каяков. Но главное – атмосфера. Нет высоток, нет городской суеты, только море, ветер и зеленый парк, где можно растянуться в тени деревьев. Если прийти пораньше, то можно застать просто космические рассветы. Вход и парковка бесплатные, пляжный парк является общественным. Когда-то эта бухта была важным местом для гавайских рыболовов и поселений, и сегодня там все еще ощущается особая связь с природой. Каилоа Бич Парк – идеальное место, чтобы провести день без туристической суеты, насладиться океаном, поймать волну или просто раствориться в тишине и красоте побережья. Боже, эти руки, эти вены, этот Тэхён. Комментарий на YouTube о Тэхёне. Когда Ким Тэхён служил в армии, будучи в звании рядового первого класса, я как-то по работе оказался в его части и увидел его лично. Это было то ли вечером после службы, то ли после тренировки. Его волосы были немного растрепаны, но черты лица невероятно выразительные. Он выглядел просто ослепительно красивым. В то время, я слышал, ходили слухи, что он сильно подкачался, но честно, Тэхён просто выглядел очень стройным. Я всегда думал, что он потрясающе выглядит на фото и видео, но после того, как увидел его вживую, никакая съемка с этим не сравнится. Неважно, как его оденут или уложат волосы, в реальности он красивее в 1000 раз. Нереальный. Даже если весь мир смотрит на вас с осуждением, это не имеет никакого значения, когда любишь, ведь твое сердце диктует быть смелым. Живем без страха. Любимый аромат Чангука Bleu de Chanel от Chanel. Это современная классика мужской парфюмерии, универсальный древесно-ароматический, фужерный аромат про чистую, уверенную, чуть загадочную мужскую привлекательность. Bleu de Chanel выпущен в 2010 году. Парфюмер Жак Полдж. Верхние ноты – грейпфрут, лимон, мята и розовый перец. Средние ноты – имбирь, мускатный орех, жасмин и исуй-супер. Базовые ноты – ладан, ветивер, кедр, сандал, пачули, лабданум и белый мускус. Это ода мужской свободе, аромат про независимость, уверенность в себе и спокойную силу, без агрессии и излишней сладости. Лицо аромата сейчас, Тимоти Шаламе, образ строится вокруг интеллигентного, но дерзкого городского мужчины. Подходит и на каждый день, и в люди, офис, свидание, мероприятия. Воспринимается как безошибочно приятный и очень носибельный аромат. Как же он горяч! Секси парень!
Тэхёна видели в ресторане Юдон Кээн в Сеуле. Фанатка поделилась небольшой историей. Когда мы с другом поехали в Апкуджон, я впервые за долгое время заглянула в свое любимое место – Юдон Кээн. Невероятно, просто невероятно. Я сошла с ума, издалека увидела, как два красавца, Сон Кан и Тэхёна, ужинали вместе. Похоже, что они подружились в армии и теперь часто общаются. Я обожаю их обоих. Кажется, они вкусно поели и хорошо провели время. Ресторан специализируется на корейско-японских блюдах, а главный хит – разнообразные виды удона, от классического в бульоне до более насыщенных и необычных вариантов. У Чангука прекрасный вид перед сном, с утра, когда проснулся, и вообще всегда. Чангук и Тэхён были замечены в магазине Tesla в Лос-Анджелесе. История. То, что я хочу вам рассказать, произошло примерно 2 недели назад, и теперь я могу об этом говорить. Текст написан после приезда Тэйкук из Ла. Мой отец работает в салоне Tesla на бульваре Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Прямо перед закрытием салона, около 8 вечера, он позвонил мне и сказал, что кто-то из участников приехал и что менеджер разговаривал с ними. Я спросила, кто именно, и он сказал: «Тот красавчик, твой». Чтобы вы поняли, твой – это мое солнышко Хасок. Хочу уточнить, мой папа не интересуется BTS и знает их только по фотографиям, которые у меня в комнате. Я попросила его сделать фото, но он отказался, сказав, что это было бы неуместно. Честно, я расстроилась. Как бы я ни хотела поехать на концерт Хасока, у меня не получилось. Когда папа вернулся домой, оказалось, что он все-таки записал небольшое видео издалека. Но на видео был вовсе не Хасок, там были Тэхён и Чангук. Папа перепутал Чангука с Хасоком. Сначала они поговорили с менеджером, потом прошли по салону и ушли в офис. Несколько дней спустя папа рассказал мне, что они договаривались о тест-драйве. И похоже, кто-то из АПМУ увидел их в салоне, потому что пара девушек приходили и спрашивали, были ли там BTS. Конечно, им ничего не ответили. Зная, как наше фандом-сообщество критикует тех, кто случайно сталкивается с BTS, я не собираюсь выкладывать видео, тем более сейчас. Может быть, когда-нибудь. Хотя мне бы очень хотелось поделиться, но я этого не сделаю. Вау, это сильно. Во время поездки Тэхён посетил ресторан «Авра». Это заведение греческой и средиземноморской кухни с акцентом, где делают акцент на свежую рыбу и морепродукты. Интерьер оформлен как греческая вилла с лимонными деревьями, светлыми стенами и ощущением уютного и дорогого пространства. «Авра» предлагает private и private room варианты, отдельные залы для мероприятий, банкетов, групповых ужинов. Меню универсальное, есть морепродукты, рыба, мясо, а также варианты для вегетарианцев, растительная пища, глутен-фри. Так как место популярное, особенно вечером, то лучше заранее резервировать стол. Наш Мишка посещает только лучшие места. Не влог, а сплошное сексуальное давление. Такой он дэдди здесь.
Тэхён вместе с компанией посетил Six Flags Magic Mountain, ранее известный как Magic Mountain, парк развлечений в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. В парке расположено 19 американских горок, что является мировым рекордом. Среди них традиционные деревянные горки, например, Апокалипс, и современные, такие как Галаев. Также на территории парка более 20 заведений, от закусочных до семейных ресторанов, где представлены различные кухни, от японской до итальянской. Ранее он поделился этими моментами в своей последней публикации. Он прекрасно знает, что каждый ракурс его божественного лица идеален. Тэхён читал первую сборную книгу эссе-прозы от известного южнокорейского писателя Чхвё Джиньин. Это не просто набор случайных текстов. Книга составлена из писем, которые автор написал в разные времена. Особенности книги: письма рассчитаны на 24 традиционные сезоны и периоды по корейскому календарю. К каждому письму прилагается проза, размышления и воспоминания автора. Главная тема – любовь во всех ее проявлениях. Забота, тоска, воспоминания, семейные связи, благодарность, горечь и надежда. Основная идея автора. Письмо – это текст, предназначенный одному человеку. Это мои чувства, обращенные только к тебе. Когда я отправляю письмо, эти чувства уходят к тому, кому оно предназначено, и больше не принадлежат мне. Книга словно мост между прошлым и настоящим. Через письма и эссе автор открывает душу, показывает, что значит любовь, память, утрата и благодарность. Для кого она? Для тех, кто ценит искренность, глубину и эмоциональную честность. Для тех, кто готов не просто читать, а чувствовать и сопереживать. Что о ней говорят читатели? Никогда раньше текст не цеплял меня так крепко. Каждое письмо, каждая строчка, как шепот души. Когда читаешь, чувствуешь себя не читателем, а причастным. Сердце откликается. Вырос в потрясающего мужчину. На третий день Тэхён вместе со своей командой посетили ниши Poke and Ramen Bistro. Это кафе, где японская душа рамена встречается со свежестью гавайских поке-баулов. В меню представлены поке-баулы, рамен, суши и роллы, вегетарианские и веганские опции. Из особенностей: рамен готовят на бульоне, который варит не менее 24 часов для достижения насыщенного вкуса. Свежие ингредиенты, хорошая вариативность меню, подойдет для разных предпочтений. Вегетарианские и веганские опции – редкость среди подобных заведений. Расположение в Лос-Анджелесе с возможностью быстрого захода, подходящее для ланч или легкого ужина. Интерьер сочетает в себе атмосферу современного бистро и приятного азиатского уголка. В кафе уютно и без пафоса, идеальный формат быстро, сытно и вкусно. Его эмоции такие искренние.
Тэхён всегда собирает вокруг себя много безумно крутых людей. И каждый из них тянется к нему, как к солнцу. Даже просто находиться рядом с ним, я уверена, ощущается как самое комфортное место на Земле. Несколько комментариев нетизенов о нашем медвежонке. Мне так хочется быть одним из его друзей. Он такой милый. С нами он также себя ведет, поэтому это успокаивает меня и дает чувство умиротворения. Он красиво говорит, а еще он такой забавный, и с ним весело. Чувствуется, что он очень добрый человек. Человек, излучающий тепло. Их синхронность поистине легендарна. Обновление Instagram iSmack. Здравствуйте, я Тэхён, новый амбассадор Paradise City. Вопрос. Когда вы думаете о Paradise City, например, как о Feel the Paradise, какие 3 ключевых слова приходят на ум? Ответ. Прежде всего, искусство, затем веселье. И если вы приедете в Paradise City, я думаю, вы сможете насладиться им в самом комфортном для себя варианте. Вопрос. Как вы думаете, что общего между вами и Paradise City? Ответ. Здесь все выглядит просто фантастически, не так ли? Яркость и в то же время умение веселиться, а также неуклонно раскрывающееся очарование. Пожалуй, в этом может быть что-то общее со мной. Ждите от меня в Paradise City самых разных образов, которые я вам покажу. Любимый одуванчик. Джейкоб Колльер, певец и автор песен, 7-кратный лауреат премии Грэмми, выразил заинтересованность в сотрудничестве с Тэхёном в джазовой коллаборации. В эксклюзивном интервью Indio Today Джейкоб сказал: «Одна из вещей, которые мне нравятся в BTS, это то, что каждый участник группы по-разному влияет и очаровывает». На вопрос, видит ли он себя в сотрудничестве с кем-то вроде Ким Тэхёна, чья любовь к джазу естественным образом перекликается со вселенной Джейкоба, он без колебаний ответил: «Это было бы прекрасно. Я очень открыт для людей, которые открыты друг другу, и я думаю, что эта группа потрясающая. Я надеюсь, что однажды это произойдет», — добавил он. Муза всей моей жизни смотрит на любовь всей своей жизни. Это динамика. Ах, такие большие глазки. Чангук стал вокалистом года 2025 и теперь является кумиром с лучшим вокалом в этом году. Чангук – победитель, золотой голос, который пленил миллионы. Конкурс Music Manjel Vocalist of the Year 2025 года официально закончился,
и в очередной раз глобальное сообщество к поп продемонстрировало свою непревзойденную страсть и преданность делу. После нескольких недель интенсивного голосования, ожесточенных туров и миллионов взаимодействий с фанатами, Чонгук был коронован вокалистом года 2025, закрепив себе позицию одного из самых влиятельных и лучших голосов поколения в жанре К-поп. В этом году конкурс отметил айдолов К-поп, чей вокал оказал глубокое влияние на слушателей, артистов, чья эмоциональная подача, техническое мастерство и захватывающий дух выступления сформировали музыкальный ландшафт 2025 года. И среди этих исключительных талантов участник группы стал явным фаворитом фанатов, заняв первое место благодаря подавляющей поддержке фанатов и широкой аудитории. Вокалист года – это не просто конкурс популярности, это признание артистизма. Эта награда присуждается кумирам К-поп, чьи голоса определили год. Тех, кто покорил сердца впечатляющими высокими нотами, душевными пассажами и песнями, которые резонировали еще долго после того, как музыка угасла. В 2025 году Чонгук доставил именно это, заработав ему одно из самых желанных титулов года. Я обожаю моменты, когда Чонгук сияет, и еще сильнее обожаю, когда причиной является Тэхён. Что мы узнали о Чонгуке по его рюкзаку? Он носит в своих чипсиковых брелках вкусняшки. В одном из больших у него лежит наличка. Вкусные духи от Шанель. Он очень-очень любит мармеладки. Кошелек с карточками тоже в чипсах. Освежающий ополаскиватель для рта, чтобы всегда приятно пахло. Ключи от байка и машины. 350 проводов для зарядки, очень понимаемо. Слейные очки. Бальзам для губ с запахом мармеладных мишек. Итого, Чонгук – тот тип людей, который носит большую сумку, в которой есть буквально все, он всегда должен быть красивым и опрятным. Второе место. Это так интимно. Чонгук буквально, ты ведь не умеешь читать мысли? Я могу продолжать думать о своем без стеснения. Для них не существует такого понятия, как пространство. Первое место. Они такие тактильные. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.